Здравствуйте, дамы и господа. Мы начинаем ивент «Могучий Конг». Я знаю, что у многих проблемы. Ивент не появился. Ну, я надеюсь, панорамики выдадут таким людям достойную компенсацию. Ну и плюс они обещались продлить ивент. Ну, а мы начинаем. Первым у нас идет Ворон Страж. Мы его быстренько убиваем. И переходим на следующее задание. Ладно, повторю вопрос. Мы ищем Леди Шоу. Не стоит, уносите ноги, пока можете. Меня этим не напугать. Победили. И теперь нам нужно убить 5 врагов. Соответственно, мы это делаем. 5 врагов побеждены. Нам нужно достать 200 обычных карт, душ героя. Я для этого пошел в приключения. Забрал дары. Ну и, соответственно, 5 редких героев мы будем доставать из призывов. Получаем мы свои искорки. И переходим, нужно достать 5 редких героев. Вы также можете их достать из сундучков. Там откуда угодно. Везде, где вам выпадут редкие герои, вы их получите. Кроме магазина событий самого ивента. Ну, вот здесь акции у них новые на искры. Раньше их было поменьше. Здесь, в принципе, вот за 2500 вы можете теперь купить 12 тысяч искр. Если у вас будет возникнет такое желание. Ну, там сыграйте 15 героев. Я выбрал все-таки спокойно сделать призывы. К тому же все равно картонки лишними не будут. Монетки у меня есть. Так что я могу себе это, в принципе, позволить. Выпал мне один. Ну вот, еще 3. Ну и последним призывом мы добиваем это задание. Самые трудности у меня начнутся во второй главе. Получением легендарных героев. Но обо всем по порядку. Мы идем убивать лучницу. Писал я, ребята, с телефона. На работе я был. Хотелось попробовать войти в первые по этому конкурсу. Ну и, соответственно, получилось вот так вот, как получилось. Ну, ничего страшного. Мы все это оформим и подадим. Так, все, убили мы лучницу. И теперь нам надо 4 раза повысить героев природы. Ну, отправляемся это делать. Вот, в принципе, как раз все мои природники. Все, что есть. Все, что готовлю потихонечку к росту до небес. Впереди нас ждет через неделю рост до небес. Так что копите золотишко. Ну и чтобы у вас все получилось. Изумрудиков побольше достать. Думал, я думал. Но в итоге все равно я выбрал Грута. Потому что это сейчас было наименее золото затратно. Да и, в принципе, я все равно хотел его немножечко хотя бы подкачать по хпшечке. Вот. Так что Грут у меня стал чуть-чуть посильнее. Все, выполняем мы задание и переходим дальше. Теперь нам надо победить гориллу. Ну, значит, будем убивать. А что, на планете обезьян? Ты еще откуда тут? Мы всегда были тут. Вы что, тоже хотите завоевать Пангею? Не всю Пангею. Конгу будет достаточно Леди Шоу. То есть здесь все приключения завязаны на то, что Конг похитил Леди Шоу для того, чтобы жениться на ней.
Ну а мы тут побеждаем по-быстрому. Начальные игры у меня стояли на автомате, так что там ходы очень своеобразные компьютер делает. Не всегда логичные по ходу игры. Все, победили мы гориллу. И теперь нам надо победить других игроков в PvP. Итак, ребят, ну пока мы побеждаем 3 игроков, комментировать тут особо нечего. Поэтому давайте поговорим о том, как наши разрабы подготовились к этому событию. Соответственно, первый пост касаемо того, что проблемы с событием, они выкатили в 13:30. То есть они написали: если вы столкнулись с проблемой события Могучий Конг, то вам необходимо повторно зайти в игру или переустановить ее. Мы решим эту проблему в кратчайшие сроки, приносим свои извинения и надеемся на ваше терпение и понимание. Соответственно, люди начали писать, что ничего не изменилось. То есть у кого-то появилось событие, у кого-то нет. Вот кто-то тут вообще писал, что на клоне события есть, а на основном аккаунте его нет. То есть тут переустановка и все остальное не помогало абсолютно. Ну и соответственно им ничего вчера сделать не удалось. И в 20 часов аж 50 минут, задумайтесь, 20 часов 50 минут, они выкатывают очередной пост, что герои, некоторые из вас столкнулись с неполадками во время события. Завтра, 14 августа, в течение дня мы выпустим обновление, которое поможет решить все возникшие затруднения. Мы прикладываем все усилия, чтобы исправить эту ситуацию как можно быстрее, и вы смогли вернуться к своим приключениям в землях Пангеи. Чтобы не расстраивать вас, мы планируем продлить событие и выслать компенсацию пострадавшим. Благодарим вас за проявленное терпение и понимание. Ну, поговорим вот об этой строчке, про продлить события и выслать компенсацию. Я помню, у них уже был такой косяк. Действительно, они продлевали события на сутки. Ну а насчет компенсации, я не знаю, какая тут может быть компенсация. То есть, если они вышлют людям пострадавшим там по 300 и даже 500 изумрудов, то это как бы приятно, но не сгладит осадок. Здесь, мне кажется, все-таки компенсация должна быть, во-первых, искрами, ну и, во-вторых, уже изумрудами. Компенсация должна быть большая, потому что люди ждут этот ивент, готовятся, не у всех есть там время, если вот так не получилось пройти, чтобы потом его проходить. Поэтому здесь такая ситуация двоякая довольно. То есть как они будут из этого выползать, ну, я даже прямо вот так сказать и не могу. Не знаю. Ну, все-таки надеемся, что компенсация будет действительно достойной, чтобы у людей не осталось осадка неприятного. Вот такие пироги. Ну, также у нас сейчас, кто не знает, идет событие в погоне за изумрудами. Это вообще плевок как бы получается в людей. Потому что здесь примите участие в погоне за изумрудами. Награда будет ждать только тех игроков, которые напишут свой ID, но не суть. Первые 300 игроков, прошедших первую главу события, получат 300 пыли душ и 5000 эликсира. Первые 150, прошедших вторую главу, получат 50 тысяч золота. И первые 50 игроков, прошедшие третью главу, получают по 1000 изумрудов. То есть, ну, мне кажется, это слишком мощное заявление. Потому что у большей части людей, я так понимаю, ивент не начался. И, соответственно, как они будут рассчитывать это событие, то есть, кого они посчитают победителями, мне кажется, его нужно убрать, выдать всем там тоже по определенной компенсации, чтобы никому обидно не было. И как бы забыть об этом событии, победителей, ну, не объявлять. Иначе как-то получится, ну, немножечко некрасиво. Вот так я считаю. Но, опять же, не факт, что мы в этом согласны с разработчиками. Ну и, в принципе, по такому, что я хотел именно по этой ситуации поговорить, ну, наверное, все. Больше здесь обсуждать особо нечего. Также вот они выпускали 10 числа обновление. В этом обновлении они уделили особое внимание, как они пишут, надоедливым ошибкам и надеются, что они больше не будут мешать нашим сражениям в землях Пангеи.
Так, ну а мы выполнили квест. И теперь у нас следующее задание. Это найдите 200 душ героев. Я, соответственно, понял, что можно не париться и спокойно перевести белые души в синие. То есть есть у нас ворон. Соответственно, ворона можно эволюционировать в мага леса. Соответственно, проблем никаких. Мы берем и спокойно эволюционируем. Я это сделал, конечно же, не на максимум. Сейчас сделаем спокойно эти 200 душ. И перейдем дальше. Все, задание выполнено. Мы двигаемся дальше. Откройте редкий сундук в магазине событий 2 раза. Ну, открываем редкий сундучок. Получаем 60 карточек синей Тани и 200 искорок, что очень радует. Идем дальше. Ну а дальше у нас надо победить гвардейца. Последнее предупреждение, или нам придется применить силу. Без леди Шоу я не уйду. Говори, где она. Она в безопасности, это все, что тебе надо знать. Прости, но этого недостаточно. Ну, соответственно, начинаем тут. Бой не затянется. Определенно. В безопасности она будет только тогда, когда я ее увижу. Ты многого не знаешь, лорд-хранитель. Так, все, гвардейца мы победили. Получаем свои искорки. И двигаемся дальше. Сундуки я ускорять не буду. Соответственно, забираем за 8 уровень. И следующее у нас это сделать 2 призыва. Абсолютно любых. Делаем призыв раз и делаем призыв 2. Задание выполнено. Вот нам еще 580 прилетело мага леса в двойном размере. Забираем искорки и идем убивать Тани. Значит, теперь ты на побегушках у сэра Уитвика. Шутки в сторону, где шоу. Она готовится к свадьбе, и ты на нее не приглашен. Ну, понятно, очередные угрозы. Селкит, конечно, в последних боях просто великолепно. Мне себе показывает. Не всегда единственное. Она бьет по героям, конечно, очень частенько она бьет и по зданиям. Но не вижу в этом ничего ужасного. Не может же всегда вести. Свадьба леди Шоу с Конгом не входит в мои планы. Это будет великолепная церемония, когда она перестанет рыдать. Рыдать? Говорят, что Конг угрожал ее убить, если она не согласится на свадьбу. Все, победили мы Тани. Получили искорки. Ну и, соответственно, первая глава нами пройдена. Таня с детства любила играть с луком и стрелять, поэтому уже к 15 годам была экспертом в стрельбе из лука. Она полностью попыталась убить главу своей родной деревушки, из-за чего ее приговорили к 2 годам заключения. В темнице Таня обнаружила мистический артефакт «Лунный камень», который дает своему обладателю невероятную меткость. С его помощью она сбежала из заточения и теперь зла на весь свет. Тратим изумрудики. Мне нужно срочно поговорить с королем. Это невозможно. Король сейчас очень занят. Боюсь, что нет. Но я лорд-хранитель Пангеи. Король сделает для меня исключение. Да ну. Так, начинает опять компьютер селкит. Ну и, соответственно, сейчас мы его благополучно и добьем. Ну, в принципе, все, победа. Даже говорить он нам напоследок ничего не стал. Победите разумного. Победили. И теперь нам нужно открыть 3 эпических сундучка. У нас 2750 искр. Открываем первый раз.
Получаем эпического Конга. Второй раз получаем 750 искр, что не может не радовать. Не пришлось тратить изумруды. Ну и получаем эпического Тенгу. Все, это задание мы выполнили. И следующее у нас это активировать 4 гильдейских бонуса. Ну, мы идем. Я сразу на неделю себе активирую порядок и природу. Ну и нам нужно получить 650 редких душ героев. У меня как раз есть 2 сундучка в загашнике. И мы, соответственно, можем спокойно сделать этот квестик. 497 душ. И остаточек. Еще 246. Все, задание выполнено. В основном все-таки новички ломаются на духовных связях. Ну а тут мы играем против похитителя. Потому что только так мы могли защитить зачарованный лес. Это еще почему? Конг объявился здесь пару лун назад. Сказал, что прикончит. Мы принесем ему любую девушку на выбор, и он пощадит нас. И он выбрал ее. Мозги у Конга отсутствуют. Он куда могущественнее, чем ты думаешь. Ну да. Начинаем мы с Грейс. Ну и победа. Победили похитителя. Вторая глава во имя любви. Все, забираем свои 500 яичек. Создайте духовную связь. Она у меня уже была создана. Ну и теперь нам нужно получить 400 эпических карт героев событий. Поэтому мы опять же отправляемся и будем переводить синего Тенгу в эпического Тенгу. То есть все эти задания мы проходили на Тенгу. Как-то вот так вот получилось. Удобнее всего. Вот мы эволюционируем мага леса в Караса. Нам нужно 400 карт. Могу я эволюционировать больше 1000, так что никаких проблем возникнуть не должно. Тем более, что синие карты сейчас падают частенько и в довольно больших количествах. Если за те же самые даже монетки дружбы открывать, то никаких проблем с синими картами у вас не будет. Так что дерзайте. Ну а нам нужно чуть-чуть добить. Еще 5 карточек и все. Задание выполнено. Так, нам надо победить теперь эльфийку. Ну, значит, будем побеждать. Тратил я опять изумрудики. Не стал я набивать попытки. Опять ты просто смирись, что у тебя ничего не выйдет. У меня есть предложение для Конга. В таком случае он согласится со мной встретиться. Ты можешь передать его через меня. Может быть, это предложение не стоит его внимания. Предложение такое. Пусть он убирается назад в верхние миры, пока я не уничтожил его. У нас тут понеслась душа в рай. Сейчас мы ее быстренько убьем. Эту эльфийку. Ничего серьезного она из себя не представляет.
Грейс так будет атаку всем раздавать дружненько. Ну, а мы будем дамажить. Ну вот, собственно, и летал. Осталось чуть-чуть. Сейчас мы с этим делом закончим. Ну и это победа. Пропустите его, пусть Конг сам с ним разберется. Выполнили мы это задание. Писал я, как я уже и говорил, на телефон, поэтому формат картинки будет не супер-пупер. Заранее за это извиняюсь. Но просто хотелось начать событие именно, ну, сначала. Я все-таки думал, что будет все нормально. И будет действительно гонка за события. Теперь не знаю, как все это будет выглядеть. Но мы убиваем эльфийку, получаем свои искорки. И теперь нам нужно потратить 1300 медных монеток в магазине. Соответственно, идем. Думал я взять все-таки 105 карт Ланселота. Но потом подумал, что нет, будет слишком дороговато, поэтому беру Коба и Тритона. Ну, опять духовные связи, уже эпические, они у меня сделаны. 3 штучки. И теперь нам нужно победить короля. Ну а впереди, соответственно, нас будет ждать самое мучительное для меня в этом событие. Это 2 легендарных героев получить. Где Леди Шоу Горилла? Ах, женщина моей мечты, такая нежная и красивая. Наконец-то мы будем вместе. А если она хочет обратного? Здесь имеет значение только то, что хочу я. Может быть, в верхних мирах так и было, но сейчас ты на Пангее. Оглянись вокруг, лорд-хранитель. Сейчас зачарованный лес больше похож на мою планету. Дубинка у него такая. Кто смотрел «Ходячие мертвецы», я думаю, помнит, у кого была такая дубинка. Эпичная. Один из моих любимых героев в последних сезонах. Примерно так же у него было. Это было круто. Ну, мы уже поднабрали хорошо атаки. И тут, в принципе, нам уже ничего не угрожает. И добиваем короля. Отпусти Леди Шоу, иначе твоя планета быстро перестанет существовать. Ты не вправе что-либо требовать у меня. Это не твоя битва. Посмотрим, чья это битва. Убили мы короля. Получаем искорки. И движемся потихоньку к концовке главы во имя любви. 8 уровень эпический у меня есть. 1000 изумрудов я сейчас тратить не планирую. Ну и мы перешли к квесту, который доставит мне головную боль грандиозную просто. Не знал я уже даже, куда деваться. И оставалось мне, в принципе, только это либо ждать под самый конец ивента, брать те 2 сундука, которые в лиге дают, соответственно, 2 легендарных героев получить, либо проходить яму, ну и рассчитывать, что мне упадет легендарный сундук в лиге, чтобы его спокойно за изумруда тут же открыть и пройти это задание. Но, к сожалению, сундук мне в лиге не упал, но я получил этих легендарных героев по-другому. Во-первых, ага, уже перестало. Вчера действовала скидка на призыв полубогов, то есть их можно было призвать за 900 изумрудов, что я и сделал. Я призвал их за 900 изумрудов, получил легендарного героя, ну а второго легендарного героя я получил с ямы. То есть, пройдя шута, получил я свою легендарку
и как бы прошел это задание. То есть в третьей главе сразу скажу, что портрета у меня этого нету. Наличных у меня сейчас, к сожалению, тоже нету, так что и мне его не купить. Белого медведя у меня нету. Так, ну а здесь у нас покажу вам один из боев против Шута. Тоже для меня не самый, скажем так, лучший противник. Не очень я люблю этого типчика. Не скажу, чтобы он прямо был супер сложным, но и не самый приятный. То есть бои против него никогда не доставляли мне особого удовольствия. Но пока вы смотрите, как раз поговорим про обновление, вышедшее 10 августа. То есть исправление ошибок у них там было в этом обновлении. Вот исправлена ошибка, из-за которой не появлялись новые попытки в Башне Тьмы, Яме и событиях. Вот это одна из глобальных важных ошибок, и надеюсь, она больше не повторится. К сожалению, в некоторых случаях таймер попыток не обновлялся. Мы решили это затруднение. Вот это респект вообще и уважуха. Исправлена ошибка с появлением награды в виде 99 сундуков. Ну, это не актуально. Но появлялись и появлялись. Их все равно нельзя было открыть. Исправлена ошибка с получением некорректного количества очков для боевого пропуска ежедневных сундуков. Вот это тоже одна из важных ошибок, не слишком частая, но она была. Вот, кстати, на этом боссе самое противное, это когда он выпускает селкит. Селкит у него довольно неплохо раскачана. И из-за этого получается, что очень много она проблем доставляет. Очень много. Вот. Ну и, соответственно, сам, конечно, когда он Брави выпускает, тоже мало приятного. Также исправлены ошибки локализации и исправлены незначительные визуальные ошибки. В принципе, вот это все, что было по обновлению. То есть самая важная ошибка, это из-за которой не появлялись попытки. И исправленная ошибка с получением некорректного количества очков. То есть вот такие пироги. Вот, так что здесь он притом выпускает постоянно. Ты убиваешь одну селкит, он через ход там выпускает другую селкит, Джерри Шут. Не самая приятная, в общем, да, ситуация. Ну, все равно, хоть как-то мы тут по чуть-чуть дамажим. Пытаемся что-то сделать. Как бы не всегда получается, но стараемся. Этот крыс, ящер этот тоже ворующий атаку. Тоже очень мало приятного. Здесь вот мне вообще стрелков не падало, поэтому все было грустно и печально. Атаки мало. Вот единственное, что промахи я тут накладывал. Стрелков как таковых и не было. Я уже ставлю, чтобы хотя бы, ну, как можно больше нанести урона. Хоть что-то получить с этой попытки. Он мне еще как назло заморозил. И, соответственно, этих больше нету. Ну и вот единственное, что я смог нанести напоследок, это 8 урона. Все. То есть вот такая попытка получилась. Вот он еще Тенгу, да, выпускает. Если Тенга рано выходит, и ты его не можешь сразу убить, то это совсем грустно. Все становится очень грустно. В общем, не самый мой любимый босс. Ну а так. Сейчас продолжим. Ну и будем уже дальше смотреть насчет легендарных героев. То есть это вот в этом ивенте это была реально больная тема с легендарными героями. Обычно как-то все-таки я либо на пропуске проскакивал на боевом, либо еще где-то. Ну вот в этот раз как-то вот получилось не слишком удачно. Ну, дальше будет больше. Будем стараться все-таки получше готовиться. Вообще легендарный сундук мне не падал в лиге. То есть, ну, как я не старался, сколько я боев не играл, вот не падает все легендарный сундук. Эпический падал, легендарный ни в какую не хотел мне упасть. Вот. Как проклятие на меня какое-то наслали. То есть, ни в какую и все. Поэтому вот и возникли у меня проблемы. Поэтому и пришлось тратить изумруды, делать 10 открытий. Ну, я не пожалел на самом деле. Так, ну, сейчас продолжим.
Итак, добиваем мы Джерри Шута. Надо уже нам доделывать это задание. Получил я уже легендарку. Притом там довольно забавно получилось. Сейчас поймете почему. Идем бить Джерри Шута. Как я уже только что говорил, неприятный босс. Мне тут видео и так и сяк пришлось клеить. Деваться некуда. Вот. Выбрал я вот здесь против него такую тактику. Выпал мне лич и, соответственно, поставил я лича, чтобы он мне перекрывал все эти клетки. Ну и плюс небольшой дамаг. Ставим мы, чтобы убить в первую очередь Селкит. Ну и заодно эпического Биксона добили. Вот здесь, конечно, неприятный момент был. Он поставил Лоскута. Я выставил Аматерасу. Не добили мы его, и плюс по одному хп у нас получилось. То есть, а так как он имеет невосприимчивость, то мои мертвячки его не добьют. Вот мы немножечко раскидали. Я здесь выбрал Линшау поставить, чтобы его добить. Вот. Жалко, что вот акула внизу все никак не умирала, чтобы нанести дамаг. Но тут тоже нам немножечко повезло, потому что убили Кабаса. Ну и, соответственно, здесь у нас уже все неплохо. Девчонка сейчас умрет. Она на руне стояла. Вот он выпускает Брави. Вот здесь надо мне было ставить Бастет, чтобы убить акулу, и мы бы все закончили. Но Сережа, как обычно, малость затупил, и все это дело затянулось. Так бы поставил бы Брави, она бы убила акулу, и все бы стало нормально. Вот опять он выпускает Селкит, что крайне неприятно. И самое главное, что в Брави ничего не прилетело из урона. Ну, я тут ставлю стрелка. Может, все равно деваться мне тут уже некуда. Оставляем ему 3 хп. И добивает его башня. Все, Джерри мы разобрались. Повезло, изумруды тратить не пришлось. И получаем мы этого кренделя. Но самое забавное, что до этого, когда я открывал 10 раз, то Тайрал Калхорн мне как раз и упал. 210 карточек, и сейчас еще на него упало 70. То есть он у меня сейчас будет уже нормально. Я его подкачаю, первое пробуждение уже было. Здесь вот при выходе получает 1 единицу атаки герой. Тоже такая не слишком приятная ситуация. Ну, вот хорошо, что убиваем мы Летюнью. Плюс Харон нам раздает божественный щит, соответственно, все становится гораздо легче. Вот Стрик ее сливает, и Грейс начинает хорошенечко дамажить. Опять мне тут повезло. Харон продолжает раскидывать атаки. Грейс продолжает дамажить и, соответственно, добивать. Ладно, я отступлю, если Конг согласится сразиться с моей армией на церемонии. Конг согласен. Ну и замечательно. Забираем мы свои 200 искорок. И, соответственно, проходим мы 2-ю главу. Подзатянулось у меня это дело до самого вечера. Будучи правой рукой королевы клана Воронов, Тенгу славился своей мудростью и преданностью интересам народа. Он и не подозревал, что все это время королева завидовала более умному и популярному советнику. Поэтому, когда представился случай, она обвинила Тенгу в измене и устроила публичную
Казнь. Так, ну а мы идем бить советницу ради этого сэра Уэствика. Я уверен, что до этого не дойдет. Готов на все, да. Готов на усё. Так, ставим Мьёльнира. Убивает он летуна этого. Ставим Грейс. Мьёльнир набирает атаку. Грибок сливается. Оставляет он мать Сау. Это уже никакого значения в принципе не имеет. Мы ее сливаем. И Мьёльнир продолжает дамажить. Ну и здесь все. Здесь победа. Грейс доделала дело до конца. Все, победили мы советницу. Ну и сейчас откроем сундучки. И события, в принципе, на этом на долгое время для меня закончатся. Буду потихоньку копить на 4-й сундук, который у меня так пока и не получилось открыть. Ну и как только накоплю, там уже и выложу вторую часть, небольшую видео. Я там пройду 450 легендарок. Падает мне тут 60 карточек Конга. Немножечко ему увеличим уровень. Ну вот все. То есть 2 открытия сделал. Маловато. Ну вот открываю бонусный сундук. Падает мне 60 карточек Тенгу. Лучше бы 420 Тани упало. Вот такое у меня получилось событие. Я надеюсь, вам нападало гораздо больше карт. Я такой только невезучий. Ну и, соответственно, как я уже сказал, будет вторая часть. Пусть небольшая, потому что тотем этого медведя у меня нет. Придется через 450 карточек идти. Ну, докуда смогу, до туда дойду. Может, повезет мне, сундуков что-нибудь упадет. Ну, вот такие пироги, ребят. Всех благодарю за просмотр. Всех целую, обнимаю. Все. Пока-пока, ребят. Пока.